Мы продолжаем погружаться в эпос Урал-Батыр не только через наше творчество, где песни посвящены его главам, но и посещая места, связанные с преданием. Отмечу, что большинство этих локаций подходят для однодневного путешествия из Уфы. Сегодня всего за один день мы посетили макам Урал-Батыра, где по легенде покоится сам герой, пещеру Шульганташ и Голубое озеро, а также озеро Елхасы-Канкуль, откуда вышли конь Урал-Батыра Акбузат, и впоследствии он вывел оттуда свое потомство, чтобы служить людям. Путь к этим местам пролегает через живописнейшие Белорецкий и Бурзянский районы Республики Башкортостан. Реки, горы, леса и поля. Наша первая остановка у родника Яндык в эпосе Яншишме, в месте между селом Исмакаево и Верхний Авзян. Именно здесь, по легенде, покоится Урал-Батыр. Точные координаты смотрите в описании. Это родник Яндык Шишме, Яншишме, родник с живой водой. И он втекает, река, в речку Авзян, Дауян. Дауян это Дау огромная, как Ян душа, даже не то чтобы душа, в дословном переводе Дауян большая, огромная душа, наверное, но также и можно сказать Дауян, типа большой человек, тело большое, то есть ну вот такой вот, типа как великан, что ли, Алпамыша, большой. И вот Ян Шишма втекает в Дауян, а там Урал-Батыр дальше. Мы сейчас находимся в месте, очень святом месте. Здесь покоится Урал-Батыр. Это посланник, который был отправлен башкирскому народу, чтобы вести его правильным путем, верным путем, путем света и добра. И вот в Коране, в Священном Коране говорится о том, что 124 тысячи посланников приходили в этот мир, каждому народу был отправлен свой, чтобы они доносили истину своему народу на родном языке. И вот начинается эта памятная плита, камень со слов Священного Корана, это сура Ибрагим, 4-й аят, что мы отправляли посланников своему народу, чтобы они доносили истину ему на родном языке. Всевышний знает, кого вести правильным путем. Вот, и внизу Васаят, это завет Урал-Батыра, где он обращается к своему народу, что по пути, который он расчистил от зла, народ следовал этим путем, и создавайте здесь земли благодатные. Всегда, если будет битва, будьте во главе, будьте прославленными батырами. Акбузат и алмазный меч оставляю вам, чтобы вы там злу не давали дорогу и всегда, так сказать, шли дорогой света. Вот это завет Урал-Батыра. А вот здесь, собственно, сам Урал-Батыр. Вот это сруб из сосны. Вот внизу камни. Это осинский плетняк. Вот так это огорожено. Там вот скамеечки с той стороны. Сюда мы приезжаем большим составом людей с разных регионов Башкортостана и России, с отдаленных уголков, где компактно проживают башкиры. Это исторические, вот, где вот башкирские земли. Вот, приезжают люди, тысячи километров преодолевают, чтобы здесь помолиться, вознести молитвы в честь Урал-Батыра и помолиться за ту землю, которую Урал-Батыр завещал своему народу, чтобы всегда здесь царила благодать, милость, чтобы народ процветал, был единым, был светлым, искренним, друг другу помогал, друг другу поддерживал, чтобы воспитал хороших, умных детей, будущее. Вот, и как бы вот в таких местах, как их называют, места силы, мы верим, что наши молитвы будут услышаны. И как бы вот весь путь, который сейчас мы проходим, благодаря, наверное, тому, что вот эти места у нас есть, и за нас все по сегодняшний день люди молятся. Мы сами вот тут с отцом ездили, вот это все помогали устанавливать.
Вот. И мы чувствуем эту силу, чувствуем Урал-Батыра, как в каких-то вообще необъяснимых моментах происходит что-то невероятное, что умом постичь нельзя. При всем, так сказать, логическом мышлении так не должно быть, но оно так получается. И всегда Урал-Батыр нам расчищает пути. Вот мы в это вот очень искренне верим и каждый раз в этом убеждаемся. Потому что один раз это случайность, второй раз там совпадение, третий раз уже потом дальше это получается какая-то закономерность. Я могу все это подтвердить. Вообще с того момента, как мы стали записывать альбом, хочу напомнить, что весь наш альбом, он основан на эпосе Урал-Батыр, посвящен каким-то большим разделам, важным разделам. Недавно вышла песня Урал-Батыр Васияты. Это как раз завещание Урал-Батыра народу, вот на камне написано. И уникальные реальные вещи происходят. То есть мы приезжаем на съемки, и погоды нет нигде. То есть мы едем все равно на съемки, только останавливается машина, небо очищается, вокруг льют дожди, а в местах съемок, где бы мы ни были, прекрасная погода. В Якутию мы прилетели. По всем прогнозам должна была быть плохая погода. В итоге самая ранняя весна. И мы были 3 дня, и 3 дня в Якутии стояла прекрасная погода, и так везде. Много очень происходит необъяснимых вещей, когда мы никак не могли бы попасть на гастроли в какой-то город, и вроде бы и погода, или там самолеты не летают, еще что-то, и мы все равно в последний момент каким-то чудом приезжаем и успеваем. Такое случается у нас очень часто. И еще расскажу такую интересную вещь. Вы сможете это отследить в творчестве. Я человек, как сказать, человек науки, человек цифр. И видно, через цифры мне решили все-таки сказать: Руслан, открой глаза. Нас преследует цифра 333, 3 тройки. Это в композициях есть, это есть в ключевой композиции. Я никогда не подгадывал хронометраж песен. И когда мы записали композицию, посвященную брату Урал-Батыра Шульгену, она тяжело, эта композиция, давалась, потому что темная сторона. И когда я сделал первый рендер, я заметил, что длительность композиции 3 минуты 33 секунды. Финальная композиция, когда записывали, там есть мгновение, где композиция останавливается, полная тишина. Это Урал-Батыр уходит от нас. И вот эта пауза на 3 минутах 33 секундах. Как это объяснить? Я не знаю. У нас есть скриншоты, где у нас есть 303 подписчика, 333 лайка, 333 сообщения. В Москве мы приехали, поднялись на первую же высотку с Ренатом посмотреть, и мы подходим, и отметка 333 метра. Курбан делали, бычка готовили, Ренат ездил. Когда взвесили его, он был 333 килограмма. Это очень много где повторяется. И самое интересное, я хочу сказать, вот с нашим этим творчеством, столько лет Ренат музыку писал, создавал с коллективом Аргамак, столько я. И только мы прикоснулись к эпосу Урал-Батыр, как стало все меняться. То есть люди с большим интересом наблюдают, изучают. Кстати, опять, можно сказать, 333. В 3 раза практически вырос турпоток. И в 33 раза продажи, ну там в 30 говорилось, ну может, я думаю, в 33 раза продажи. Топ-3 запросов в Google. Да, топ-3. Да. Башкортостан, Урал-Батыр, перевод песни Хумай. Вот, поэтому есть такая магия. Я вот в этом месте впервые очень хотел сюда приехать. От Рената наслышан много
Вот, сейчас хочу сходить, взять кубыс, поиграть, набраться силы. Суп. Суп контрбас вообще, конечно, прям этот, как, я не знаю, что звучит. Мне кажется, даже микрофон не запишет этот звук. Вообще. Играю еще. Мы начинаем с этого, кстати, концерт. Мы начинаем концерт с фрагмента композиции, которая называется «Урал-Батыр». Это народная композиция. У вас есть возможность вот в таком мощном месте услышать композицию. Кому? Урал у Урал-Батыра. Да.
Я имел в виду, сколько по грунтовке. Все, 12 км. Следующая точка на карте – это Голубое озеро и всемирно известная пещера Шульганташ, которая, кстати, совсем недавно получила статус всемирного наследия от ЮНЕСКО и напрямую связана с эпосом Урал-Батыр и братом Шульгеном. Вау! Смотрите. Чё бы этих столбов не было вообще. Сейчас мы находимся в пещере Шульганташ. Шульган — это родной брат Урал-Батыра по эпосу. И он перешел на сторону темных сил. И вот по эпосу он скрывался вот здесь со всеми дивами, змеями, вот со всей той... В подземном царстве. Да. Вот. И посмотрите, вот здесь течет вода. Вот это озеро, исследованная ее глубина 103 метра на сегодняшний день, пока вот столько только исследовали. И дальше мы сейчас поедем на озеро Елкысак-Канкуль. Это озеро, откуда вышли кони. Также это по эпосу Урал-Батыр, оттуда вышел Акбузат и свое потомство, то есть те лошади, которые сегодня служат людям, это потомки Акбузата. И вот подводным течением эти два озера соединены. Расстояние между ними около 6 километров, да, ведь, да, если не ошибаюсь. Да. И Так говорили. да, и там, и здесь дно вместе соединено. Представьте, 103 метра глубина, я не знаю, что там под водой, но это вот такая вот очень интересная Причем, история. что кажется, да, вот. Еще интересный факт. С обратной стороны находится озеро с мертвой водой. И совсем недавно, буквально, ну, наверное, еще 3 недель нет, мы были в это время в Стамбуле, пещеру Шульганташ
признали достоянием человечества. Пещера Шульганташ, организация ЮНЕСКО, признана достоянием всего человечества. Это большой труд ученых, научных сотрудников Башкортостана. Это открывает многое, я думаю, и для культуры нашего края, для нашего народа. Поэтому обязательно надо здесь побывать. Наскальные рисунки, которые просто тысячи лет назад сделаны. Да, мы самое главное не сказали. 20 тысяч лет назад оцениваются наскальные рисунки, которые здесь представлены в этой пещере. Они сохранились благодаря температурному режиму, влажности. И это, насколько я помню, как нам рассказали, самые северные. Правильно я говорю, да? На территории Северной Евразии. Да, самые северные, я говорю, да, на Евразии. Самые древние рисунки на нашей планете, которые обнаружены. Там, представляете, то есть вот пещера, и у нее есть определенный рельеф, структура пещеры, и вот под определенным углом появляются очертания животных. И художник смог это красками настолько вот выделить, что рисунок приобретает некую 3D-форму. То есть сам рельеф пещеры плюс краски, нанесенные на нее, и вот как у Микеланджело, там у да Винчи, да, есть же вот эти, да, угол освещения придает вот прям глаза, ноздри, то есть вот это все сразу начинает проявляться у животных. Это же удивительно. Сегодня уже говорил, то, что происходит, очень необычные вещи там, где мы появляемся в местах силы. Смотрите, светит яркое солнце, и при этом идет одновременно дождь. Я не знаю, отражает ли это камера, но идет дождь. Отражает. И смотрите, Урал-Батыр. Да, все символично. Урал-Батыр, Хумай. А это темная сторона как раз. Его брат Шульген, который ослушался родителей. И с маленького дела, с маленького неповиновения пришел к очень печальным темным делам. Все начинается с маленького. Отдельного внимания заслуживает новый современный историко-культурный музей заповедника пещеры Шульганташ. Кстати, он открыт в 2022 году, совсем недавно. Там 7 тематических залов, которые рассказывают об истории пещеры, археологических находках, исследовании наскальных рисунков, строении карстовых систем, а также вы можете увидеть там полномасштабную 3D-модель пещеры Шульганташ. А на 2-м этаже находится учебный блок, посвященный полностью эпосу Урал-Батыр. Очень много интересной информации, сравнения с различными писаниями, литературными памятниками. В общем, информации много, это настоящий кладезь. Свои рисунки видел древний художник. То есть максимальная там кромешная темнота и минусовая температура. Финальная точка нашего сегодняшнего маршрута по следам эпоса Урал-Батыр – озеро Илкасак-Канкуль. Оно находится всего в 6 километрах от пещеры Шульганташ. Это крылатый конь Акбудат. Это конь Урал-Батыра, который помогал ему в битве с силами зла. И Акбузат хранился у Хумай. И она ждала своего возлюбленного, кто бы смог оседлать этого коня. И с этим справился только Урал-Батыр. Чистая Вот. душа. Да, вот только чистая душа могла оседлать такого коня. И вот описание в эпосе, когда спускается Акбудат с небес, там бурлит
вся вода на земле, дрожит земля, гром, там молнии, все вокруг содрогая, сотрясая, спускается с небес Акбузат. И вот у нас этот отрывок изображен в песне, да? Да. Задашь биточек? Ну, давай. Humay maydani qantida aqbudatın saqırğantı kuku kırıp şav kelip de girde davul quptarıp da gündü turmaq atılıp da aqlı topa atlığıp da kuptan kelip düşkən tiydi Humay hılu aldın dala kelip başın eğen tiydi Bütün moydan hıqlanğan qılağın bilday qadağın yalın qıday tarağan Yilga qışta yelpinip de артынdasan oynatır da hayran itir oylatır da bana şunday aqbudu Mağa tur mingə dan bulmaqda, üstümdə yürürgən bulmaqda, min sapqanda yel qubırda, taşda yatıp tuğdalmaqda, yerimdin qaşındala, bulat olmaz qılısında, utqa alğan iriməqda, bir migə tip tuparmaqda. Булат алмаз колосында, вот как раз это алмазный меч, который хранился у Акбузата. И вот здесь вот слова как раз «Калаган беде, кадаган, ялан кадай тараган ты». Вот как раз описание, как спускается Акбузат, с шумом рассекая озерную гладь, поднимая бурю на земле. Выйдет Акбуз, покровитель всего скота, на спине его лежит седло, а к луке того седла привешен меч, острый как алмаз. То есть вот это вот описание как раз из эпоса, оно отображено в нашей песне «Акбузат», которая тоже скоро выйдет. Да. Кстати, вы можете, если посмотрите живое выступление одно наше, ссылочку, наверное, оставим в описании, вы услышите эту песню целиком, вот, эксклюзивно, да, потому что она еще не вышла. А вот как раз вот эта озерная гладь, это озеро Йылқы-Сыққан, Йылқы-Сыққан-Куль, в переводе озеро, откуда вышли лошади, кони, да, то есть это потомство Акбузата, который сегодня служит людям. И вот как раз вот об этом озере идет описание в эпосе. Кстати, дно этого озера, оно подводным течением соединено с дном озера, которое было в пещере Шульганташ. И вот расстояние здесь подводное, получается, течение где-то 6 километров. Исследованная глубина около 103 метров на сегодняшний день, пока то, что смогли исследовать. Там очень сильное подводное течение невозможно. Вот сейчас начали запускать там подводных дронов, но они пока только на глубину там 30 метров опускаются. Вот, то есть работа над этим идет. Вот так вот выглядит это озеро. Может показаться, что оно небольшое, но на самом Да, деле... попробуй нырни. Попробуйте достать дна. Так же, как в пещере, когда Да. было маленькое озеро. Да, и вот там. Сразу проваливаешься. Да, то сюда тоже можно башню Эйфелеву. Да. Ну, больше 100 метров глубина. Представляете? Ну, так. Посмотрите. Опять магия. Опять магия начинается. Причем смотри, туман не утренний, а вечерний. А знаете, чем хорош Акбузат? Он летает в любую погоду. Он сам создает погоду. Главнее всего погода в доме. Взлетно-посадочная полоса ему не нужна. Диспетчеры не нужны. Это скульптор Ульфат Кубагушев, его внук, одноклассник моего сына. Да. А его родной брат мой декан факультета. Да, он, конечно, уже ушел в мир иной. Вот так вот мир тесен. Да. Тишина, только кузнечики, да? Это кузнечики же это? Кузнечики, да. Кузнецы. Они прекрасны для головля. Если хотите поймать головля, сначала поймайте кузнеца. Кузнечика. Ой, как хорошо. Ну как круто мы все успели сегодня, да? Мы были сегодня у самого Урал-Батыра, потом были в месте, где скрывался его родной брат Шульген, который перешел на темные силы, посмотрели живое озеро с живой водой, с мертвой водой. Все, что соединяет это дном, подводным течением озера Йылқы-Сыққан-Куль, верный друг и соратник Урал-Батыра, его конь Акбузат. Удивительно. Да. И это только малая часть эпоса Урал-Батыр, которую мы сегодня успели посетить. А если вот углубиться дальше, то
вся республика у нас так или иначе связана с эпосом Урал-Батыр. Его сыновья Идель, Хакмар, Идель, Нугуш, Яек. И Хакмар это сын Шульгена, который тоже впоследствии перешел на светлую сторону и присоединился к своим братьям в битве против зла. Вот и у нас реки текут. Нугуш, Хакмар, Яек, Идель, самая длинная, самая большая река республики. Горы Янбика и Янбирде это родители Урал-Батыра, Белорецкий район. То есть каждый район Башкортостана, начиная там от Оренбургской области, там Аждалы-Куль есть, это где вот Дивы, Змеи, да, то есть вот это озеро. Там первый Бляфтамакский вулкан, кстати, первые вот эти вулканические породы, которые тоже очень древние. Вот пещеры наши, Кыркты, этот, как его, расщелина, который там тоже сын рубил, разрубая дорогу Щели. реке, да. Вот. Ямантау это гора трупов дивов и змей, которых крушили Урал-Батыр с сыновьями. Вот. Все по всей Да, республике. то есть, Знаете, я вот думаю, некоторые скажут, ну, ребята так любят свою республику, так. Я несколько, ну, могу сказать, таких научных фактов, действительно, которые, один факт меня вообще поражает. Дело в том, что впервые эпос Урал-Батыр попался мне в школьные годы, в школе. И меня всегда поражало, что там как бы Урал-Батыр отправляется в путешествие на спине льва. Ну, я никогда не видел львов. Верхом на льве, Да, верхом на льве. Я никогда не видел львов в Башкортостане. И вот относительно недавно, ну, как это, около 15 лет уже, в 2 пещерах Башкортостана обнаружены останки древних горных пещерных пещерных львов. Вот так вот. Хотите верьте, хотите нет. вот. Гора Иремель, так это отдельное чудо природы, откуда растекаются все реки в разные стороны Башкортостана. Тоже сын Урал-Батыра рубил там оттуда гору и растекались реки. То есть можно туда с Челябинской области подняться, с Учелинского района, с Белорецкого района. И вот во все стороны республики исторического Башкортостана растекаются реки. И на горе Иремеля, могу сказать, вы можете на вершине встретить абсолютно разных людей, абсолютно разных конфессий, разных возрастов, да. разных взглядов, потому что все приходят туда и все понимают, что это огромное Место силы. Да. То есть там мощнейшее наполнение. Это какое-то другое измерение. Туда приходят причем ученые, философы, знаменитые врачи, творческие люди. Там. знаменитые То есть врачи. каждый получает там какое-то вдохновение, наполнение силой вот этой жизненной, да, силой природы, мощью вот этой горы, этого пространства. То есть вообще наша республика, если хотите наполниться силой на весь будущий год, то ли на всю жизнь, и здесь сформировать свои намерения и цели, то у нас очень удивительный край, куда ты приезжаешь и просто вот в тебя, я не знаю, там вкачивают вот это, ты просто такой весь надутый, там полон сил вообще, просто там 500 лошадиных сил, турбированный там. Кстати, а если просто хотите вот проникнуться во все это, сделать первый шаг, то я думаю, вам нужно послушать наши первые песни, которые уже опубликованы. Они И все... посмотреть клипы. И посмотреть клипы, и вы все поймете. Я хочу призвать вас подписываться на нас обязательно, потому что вот практически ежедневно мы показываем какое-то новое наше творчество, а также открываем те смыслы, которые заложены в Урал-Батыре. Они подходят всем абсолютно. Поэтому подписывайтесь на нас, наблюдайте за нами. И еще, мы сегодня не всем составом. Завтра мы выезжаем на гастроли. Многие спросят, где Адель. Завтра у нас большая сложная дорога. Мы, мужчины, можем выдержать 2 дня такого трипа. Мощного трипа. Да, Адельке посложнее. Поэтому в следующих видео, я уверен, появится Адель, и вам станет еще гораздо веселее и интереснее с нами.